Hi guys, I'm a bit hungry today. Maybe I should eat some cookies. Or it's better to say biscuits. Если вы тоже задумывались, почему для одного и того же понятия существует целых два слова, ответ прост. Разница между American English and British English. Да, это один и тот же язык, у которого существует целых две версии. И одна, и другая популярны в мире и постоянно используются. И нам, тем, кто изучает английский язык, приходится постоянно выбирать, какое слово использовать и чем же они отличаются. На самом деле все просто. Есть даже выражение America and Britain are two nations divided by a common language. Если вы смотрели наше предыдущее видео на тему акцента и произношения, мы уже упоминали, что самыми популярными вариациями произношения являются американское и британское. Сегодня мы с вами сконцентрируемся на других двух аспектах. И это будет лексика, слова, которые имеют одинаковое произношение и при этом совершенно разные значения, а также одно и то же понятие, которое может переводиться двумя разными способами, разные выражения и их правописание. И грамматика. Правда ли, что американцы вообще не разбираются в самых сложных временах английского языка, а британцы как раз-таки следуют всем книжным правилам? Давайте попробуем разобраться в этом во всем вместе. И если сейчас на данном этапе у вас возник вопрос, я тут один язык выучить не могу, зачем мне целых два, разбираться во всех этих тонкостях так сложно, это в корне неверно. На самом деле, если вы понимаете разницу между британским, американским и английским, это упрощает вашу жизнь. Представьте, вы учите всего одно слово, а на выходе получаете два. Not bad, right? И к тому же, это может помочь вам избежать разных неловких ситуаций за рубежом, когда вы говорите со своими иностранными партнерами, коллегами, друзьями и так далее. Ведь одно и то же слово может принимать разные значения в двух вариациях английского языка. Поэтому it's worth doing it and talking about it. Раз уж мы заговорили о еде и словах cookies and biscuits, которые переводятся как печеньки, давайте продолжим эту тему. Представьте, вы приходите в Макдональдс или любой другой fast-food restaurant и пытаетесь заказать картофель фри. Британцы скажут chips, в то время как американцы попытаются сделать заказ со словом fries или french fries. Вот и первое различие в слове картофель фри. И место, в котором вы можете пообедать, в американском английском будет называться Cafeteria, в то время как британцы говорят Canteen. И еще одно интересное слово, которое касается кухни и еды, это слово cooker. Но cooker будет использоваться как раз-таки англичанами, то есть плита, в то время как американцы скажут stove. Кстати, если мы заговорили о разнице между American English и British English, проследить ее можно, когда вы смотрите фильмы и сериалы в языке оригинала. И таким образом слово movie будет как раз-таки относиться к American English, в то время как англичане предпочитают говорить film. На самом деле слово film также существует в американском английском, все его прекрасно понимают и продолжают использовать, но более в значении снимать. For example, you can film a movie. И также различается понятие где вы смотрите этот фильм, то есть место, кинотеатр. Если британцы говорят cinema, то для американцев это звучит как movie theater. Или они могут просто сказать go to the movie или go to the movies, и это будет тоже значить кинотеатр. Кстати, в кино вы чаще всего ходите с друзьями или friends, но есть также неформальные слова и фразы, которые могут описать все тех же людей, и в британском английском люди часто используют слово mate. Но если вы скажете это американцу, он посмотрит на вас с неким недопониманием, потому что в американском английском часто используется слово dude, что часто переводится как чувак. Hey, dude! Это как раз-таки американский вариант этого слова. Если вы когда-либо заказывали что-то онлайн или же отправляли письма и посылки в другие страны, вы наверняка должны были заполнить информацию с адресом, контактной информацией, а также почтовым индексом. И британцы называют это postcode. Postcode. Все, в принципе, просто. В то время как у американцев понятие индекса переводится как zip code. И если вы пишете письмо, вам нужно обратить внимание также на поле surname и last name. Surname – фамилия в британском английском, в то время как last name будет использоваться американцами. Не перепутайте. So, when did everything start? Для большинства из нас процесс изучения английского языка начался в школе или в университете. И если мы говорим о школе, у нас есть такое понятие, как класс, который опять же будет иметь разницу в переводе в американском и британском английском. Form and grade. Form – класс в британском. For example, the fifth form. And the fifth grade – класс в американском английском. Form Great. Кстати, слово great имеет еще один интересный перевод. Это оценка. For example, children got good grades at school. В то время как британцы переведут это предложение как children got good marks at school. Great, mark, оценка. Если вам нужно исправить какие-то ответы, вам наверняка понадобится ластик. И слово eraser относится к американскому английскому. В то время как люди часто используют слово rubber и не понимают, почему же американцы смотрят на них с изумлением и иногда даже отпускают какие-то шуточки. Это будет вашим домашним заданием. Самостоятельно просмотреть слово
rubber и его значение в американском английском. Ну а пока стоит запомнить только то, что rubber в британском английском это тоже ластик. Rubber and eraser. Если мы говорим о школьном расписании, то американцам привычно использовать слово schedule. Schedule – расписание. Обратите внимание на его произношение. Schedule. То есть первые два звука, да, это буквосочетание S-C-H, читается как sk, schedule. В то время как британцы также используют слово schedule, но только его произношение будет совсем другим. И это будет schedule. Но еще одно интересное слово timetable. Как раз таки оно будет более популярно среди англичан. В то время как американцы go on vacation, британцы наслаждаются своим holiday. Слово отпуск holiday, vacation. Британский, американский, английский. И если вы собрались путешествовать на машине, вам наверняка нужно топливо. Petrol and gas. Petrol используется в британском английском, топливо, бензин, and gas используется в американском английском. Кстати, если у вас нет своей машины, вам придется вызвать такси. И слово taxi используется в британском английском, в то время как американцы используют слово cab. For example, catch a cab. Также, если у вас нет собственного транспорта и возможности передвигаться на такси, вам придется воспользоваться public transportation, то есть underground or subway. Underground – метро в британском английском, and subway – метро в американском английском. So if you're in New York, you should find subway. В то время как англичане надевают trousers, американец носит pants. Не переживайте, британцы тоже знают слово pants, правда для них это значит underwear. Поэтому если вы хотите сказать штаны, используйте слово trousers для британского английского и слово pants для американского английского. Кстати, когда вы идете в shopping-mall за этими самыми штанами, вы скорее всего простоите в очереди. Queue, что значит очередь в британском английском, и line, что значит очередь в американском английском. Просто линия людей, line, логика налицо. И потом эти штаны окажутся в wardrobe или closet, шкаф. Wardrobe в британском английском, closet в американском английском. Guys, what is your favorite kind of sports? Если мы зададим этот вопрос европейцу, то типичным ответом будет футбол. В то время как если мы скажем это американцу, он подумает, что речь идет об американском футболе, потому что именно этот вид спорта является таким популярным в Америке. Поэтому наш европейский футбол они называют soccer. Soccer, American English, and football, British English. And you can say something like, my favorite soccer team is playing tonight. Is playing. Да, обратите внимание именно на то, что мы используем is, хотя is мы обычно используем с he, she, it, а в команде, team, у нас обычно 11 человек. В американском английском, и тут мы уже подбираемся ко второй части нашего видео, где речь идет о грамматике, так вот, здесь у нас как раз-таки будут все эти собирательные понятия, такие как команда, группа или правительство, приниматься за he, she, it, то есть за единственное число. The government has passed a new law. Has passed. То есть, опять же, мы используем has, то, что мы обычно используем с he, she, it. Помните, в начале видео я что-то говорила о временах в английском языке и то, как американцы ими пользуются. Так вот, кажется, на первый взгляд, вся эта разница между британским и американским английским сводится к тому, что американцы любят все упрощать. Видят длинное слово с кучей разных букв и просто убирают половину из них. Видят длинное предложение с интересной грамматической структурой и говорят все в present simple. На самом деле это немного преувеличено. И американцы знают, как использовать грамматику английского языка, но все-таки иногда поддаются искушению и упрощают, опять же, все эти детали. Например, они не любят использовать времена группы perfect. Present perfect, past perfect. И очень часто, даже при наличии временных маркеров, таких слов как never, ever, just, продолжают использовать past simple. И раз мы уже заговорили об этих временах, невольно возникает мысль о неправильных глаголах. И даже здесь есть разница между американским и британским английским. Возьмем, к примеру, слово learn. В американском английском у него есть три формы. Learn, learned, learned. В то время как британцы говорят learn, learned, learned. И вы видите разницу в правописании в том числе. То же самое происходит с глаголом dream. Dreamed, dreamed и dreamed, dreamt, dreamt. Получается, что у нас есть еще один интересный пример. Get, got, gotten, как говорят американцы, и get, got, got. Да, британцы просто не признают третью форму gotten. Они используют got и для второй, и для третьей формы этого глагола. Раз мы уже заговорили о временах, наверняка со школьных времен вы помните что-то насчет shall. Shall, как еще одна форма will, относится к будущему. Так вот здесь можно 100% сказать, что американцы это не используют. Это осталось в британском варианте. И если мы хотим использовать shall в вопросе, например, shall we go somewhere, мы будем просто использовать should we go somewhere. А если мы говорим об утверждениях с shall, for example, we shall leave right now, мы скажем we will leave right now в американском английском. Опять же, will служит нам единственной формой выражения будущего, если мы говорим о future simple. What time is it? 5:15.
это будет ответом британцев, в то время как американец скажет 5:15. Все просто. Они берут время, то, как оно написано, то есть, грубо говоря, числа, и произносят их без лишних слов. Quarter, past и так далее. Опять же, упрощение языка. И если мы говорим о датах, то сегодня December the 25th. By the way, it's Christmas time. Декабрь 25. Да, они действительно начинают с месяца и затем уже проговаривают день, дату. 25th. В то время как британцы все-таки следуют классическому варианту, который используем мы с вами, и сначала записывают день, затем месяц и затем год. Но американцы решили все перекрутить, и месяц у них идет на первом месте. Несмотря на то, что английский принято разделять на American и British, именно этому мы посвятили большую часть сегодняшнего видео, все-таки не стоит забывать, что в зависимости от региона, в зависимости от территории, есть куча разных диалектов, и они тоже влияют на формирование языка, и им присущи свои особенности. К чему это все? К тому, что невозможно запомнить все отличия, невозможно предугадать, с каким собеседником у вас будет разговор и какие фразы придется использовать в этом разговоре для того, чтобы понять друг друга наилучшим образом. Но все-таки о разнице между американским, британским и английским не стоит забывать. Причину для этого я уже назвала в начале видео. А сейчас стоит упомянуть, что все-таки у каждого есть свои предпочтения, и какие-то фразы, какие-то элементы этих двух версий одного языка вам нравятся немного больше, соответственно, вы будете их использовать чаще в своей речи. И это абсолютно нормально, ведь только вам выбирать, which side you're on. Надеюсь, это видео помогло вам найти ответы на те вопросы, которые у вас были о разнице американского, британского, английского, а сейчас остается только подписаться на наш канал и ждать выхода новых видео. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и до новых встреч!